Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи со Степаном Тимурой. Он на связи прямо сейчас. Степан Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Всем большое спасибо, что присоединяетесь. QR-код, который видите вот прямо сейчас, что ни на есть, как говорится, возле меня, это возможность задать вопрос на экран, да, ну, как на экран, с него начнем, да, с этого вопроса, нашу сессию вопросов и ответов. Так, закрытый клуб, телеграм-канал Шелест, также сообщество YouTube и, конечно, чат трансляции. К нему в самом финале, на закуску, поэтому запас вопросов припасите для финала нашего сегодняшнего эфира в чате трансляции. Ну и голосуйте, пожалуйста, там в чате есть такая функция. Вопрос сегодняшнего эфира звучит так. В ком в наибольшей мере, вот это вот важно, в наибольшей мере в ком причина того, что война никак не закончится? Варианты простые. Трамп, Путин, Зеленский, ну и экзотический Байден, Обама. Ну это ж война Байдена. Как бы вы ответили для начала вот на этот вопрос, Степан Геннадьевич? В ком причина? Бритый. Ну, получается, Зеленский. Ну, да. Как шестерка бритва, да. Ну, в общем, голосуйте. Пока что как бы Тимура в фарватере с большинством. И в конце подведем итоги. Если начать наш сегодняшний разговор, то вот основную часть я предлагаю, собственно, стартовать с материала Reuters. Значит, Путин выдвинул условия отказаться от вступления в НАТО, не размещать западные войска и передать Донбасс. В обмен Россия готова на текущей линии фронта по Запорожской, Херсонской области остановиться. Ну и ряд требований. Да, вернуть, понятно, Харьковскую часть, кусочек Сумской. И вот требования там сокращение войск, никакого НАТО. Ну, в общем, все как бы по списку. Сегодня Лавров говорил, что принцип и дух Стамбула-22, от него Россия не отказывается, но, похоже, все уже отказались после Вашингтонской встречи. Ермак, Зеленский раздают интервью большие, говорят о том, как мы будем, какие условия они выдвигают, как они будут вообще... Россия ничего не смогла захватить. 1% за 1000 дней украинской территории, представляете? В общем, практически победа. Из этой диспозиции что мы можем выбрать как главное? Не на вот эти ли уступки Трамп писал: «Вау, Россия, она готова на большее», и к чему все идет? Но это все хуцпа, информационный шум. Здесь даже анализировать нечего. Нет, я понимаю, что для огромного количества аналитиков, экспертов, политологов это такая очень плодородная почва, чтобы сотрясать воздух, насиловать клавиатуру и подобное. Но на самом деле это все чушь собачья. Просто шум новостной. Последствия Европы, потому что они до сих пор не отошли, скажем так, от того удара, что перемирие теперь не обязательно. Чтобы ввести санкции против России, вообще давить на Россию, вторичные санкции против там, Китая, Индии, Турции, которая тоже активно покупает российскую нефть. Перемирие теперь, оказывается, не обязательно. Поэтому все свелось к тому, что, знаешь, друг Вова, спасибо, что привез мне 5 пунктов в рейтинге. Спасибо, что упомянул голосование по почте. Хохлов закапываю в чернозем, а я в сторонке постою. Пока. Вот и весь итог встречи. Нет, ну погодите, какие-то же условия, какие-то же наметки были, и почему так Ну, воодушевлен Трамп? были. Ну, слушайте, это все был, на мой взгляд, такой спектакль в чистом виде. Типа вот, сначала я даю им 50 дней. Если они не угомонятся и не согласятся на прекращение огня, я вообще экономику разорву в части, с всех, кто поддерживает Россию, порву на куски. Я Трамп. Хорошо, потом что-то происходит уже 10 дней. Потом раз, что-то Индия гребает не 100%, а 25%. Про Китай и Турцию молчок. В Россию что-то мчится Лытков. И типа Путин от страха, поменяв памперс, попросил встречи с Трампом. Практически на все согласен. Все. Да. И территории обменять. Хрен знает какие. Бред, силка было, да? Еще что-то. И вот Путин летит в Аляску. Ему там устраивают уровень государственного визита. Красная дорожка. Ну, Зеленскому там белую сделали. Путину красную. Встречают одновременно
выходит из самолетов Путин с Трампом, и случается потом самое страшное. То, что они оказались вдвоем в этом лимузине. Не, кроме шуток, потому что изначально планировалось, что первая очередь переговоров будет как раз один на один. Но у неоконов там, понятно, засвербило, что дедулю нельзя одного оставлять. Еще перевербует. Ну, так оно, по большому счету, и случилось. На самом деле, я думаю, что все было согласовано, потому что, ну, во-первых, я не знаю, воспользуются американцы или нет, я думаю, что нет. Потому что у неоконов своя агенда, свой распорядок дня, скажем так, это максимальное стратегическое поражение России, смена режима, они от этого не отказываются. Был дан последний шанс капитулировать с высоко поднятой головой. Потому что то, что сделал Трамп, ну, грубо говоря, ну, типа, да, воюй, Вова, воюй. Никаких тебе не будет. Ну, там, сделай вид, что ты чего-то на что-то согласился. Обязательно должна произойти вот через неделю или там через сколько дней встреча Путина с Зеленским. Я типа договорился во время телефонного звонка с Путиным, который он сделал во время встречи с лидерами Европы. Ну да, потом выходит Ушаков и говорит, что да, звонок, очень продуктивно пообщались, согласились на что? На прямые переговоры делегаций, а не президентов. Делегаций. Потом пошли разговоры, что нужно поднимать статус делегаций. Короче, все как раньше, как в мае это было. Делегации встретятся, сформируют рабочие группы для обсуждения чего-то и подготовки встречи лидеров. Потому что, если так подумать, то когда встречаются главы государств? Когда куча шестерок, подготовили все документы, все вычитали до последней буковки, все согласовано между сторонами, встречаются лидеры под фанфары там, с флагами и тому подобное, с помпой, подписывают бумажки и хлопают друг друга по плечу, говорят, какие мы молодцы. А смысл встречи иначе в чем вот лидеров? Еще делать больше нечего, по большому счету. Правильно? И всегда Нет, так было, и всегда так будет. подождите, давайте так. Трамп и Путин, они встретились. Они же тоже ничего не подписывали. Ну, там была защитная работа проведена. Между прочим, а Трамп еще раз Нет, ему погодите, Путин... прошла уже, ну, практически неделя, там, 5 дней, да? Да, Ну, да. а какие плоды этой встречи мы Никаких увидели, кроме санкций никаких Вашингтона? нет. Ни санкций никаких нет и не предвидится. О прекращении огня все уже забыли. Что это, кто это? Откуда оно взялось? Ну, неокон Рубио тогда подсунул Трампу в самом Мгм. начале разговоров о мире. Все, этого больше нет. Вова, воюй. Вова воюет. Теперь правильно стал на славу воевать. Как, можно сказать, цивилизованная страна выносит нахер все. Прошу прощения. Особенно, если что принадлежит уважаемому товарищу Алиеву. Под конец, под корень вообще. Поэтому вот он результат встречи. Что получил Трамп? Еще раз, он получил 5% к своему рейтингу моментально. Да. А среди республиканцев, среди магаистов плюс 10%. Почему он это сделал, Трамп? Ну, потому что дело Эпштейна. М. Вышла тут 2 недели назад книжка в Британии о похождениях принца Эндрю. С документальным всем. Все документальные подтверждения, они есть, да, это материалы судебных расследований, которые в открытом доступе. И принц Эндрю там всячески эта книжка говорит, что он очень хорошо был знаком с Трампом и вообще... Простите, пожалуйста, Степан Геннадьевич. Друзья, я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому я так вклиниваюсь, да, с такими, как это, рожицами, которые корчу. Трамп проснулся. Ой, да, сейчас понесется по кочкам. Так, что он там написал? Цитата. США намерены примерно через 2 недели определить, возможно ли урегулирование в Украине, после этого могут выбрать иной путь. Мгм. Ну вот, понимаете? А мы анализируем. Я говорю, а вы анализируете?
Понимаете, то есть, а мы тут, а вот, а Трамп, а тут А какие Рубио, куски территории менять будут? А какие гарантии безопасности? Все возбуждены. а Крым, а он такой, как Техас, или чуть поменьше. Ну, то есть, а мы здесь вот это вот все. Все, 2 недели, а потом поймем, чего делать Да, дальше. да, да. Через 2 недели как раз собирается Конгресс, и первым делом, что они будут слушать, это дело Эпштейна. Да. Прелесть. Ну, и понимаете, что Трамп в какую ловушку попал? Обычно американские президенты, когда попадают в такую неприятную ситуацию, да, они какую-нибудь войнушку затевают победоносную. Там что-нибудь разбомбить, там еще что-нибудь, побороться за демократию, свободу, где-то, в надежде перебить общественный резонанс. А здесь Трамп-то, у него проблемы с кем? У него проблемы с Магой, с электоратом Магой. Потому что он накинул с делом Эпштейна и, в общем, оказался одним из них. Но ведь электорату он обещал, что никаких войн. Вот чувак попал. И войнушку даже не начнешь, только хуже будет. Вот. А в основном, еще раз, я повторюсь, у империи своя политика, у этих клоунов на креслице президента свои какие-то заморочки, но их все равно вставляют в колею. Что сейчас происходит? Очередное обострение, как в первый срок с Трампом. Очередное обострение с Венесуэлой. Вот под копирку все. Под копирку. Поэтому не стоит ничего ждать от этого. Ну, там, что он пишет, там проснулся, я не знаю. С кем там поговорил в последний раз вечером. Сейчас у него какие-то куски, обрывки информации остались. Сейчас он их будет творчески переосмысливать и фигачить по клавиатуре. И не более чем. Так а что сделает с гарантиями безопасности? И будет ли иметь последствия того, что Зеленский батон Это крошил на все Китай пустой сегодня? шум. Просто, сами подумайте. Зеленский уже, по-моему, подписал более 30 договоров о гарантиях безопасности. С этими же странами, которые будут еще что-то гарантировать. Вопрос. Чувак, ты уже все договоры подписал там, о защите, чести, достоинства, всего на свете. Какие новые еще гарантии нужны? Поэтому это все новостной шум, не более чем. А как же, как 5-я статья, но не 5-я статья? Ну да, 10-я. Контингенты. Как говорится, в советском паспорте был 5-й пункт. Вот. И говорилось, что бьют по морде, а не по паспорту. Поэтому там 5-я статья. Да, это все еще раз ни о чем. Сотрясание воздуха. Ну, смотрите, Ермак говорит, 3 страны, не буду говорить, какие, уже готовы ввести войска. И из Да. информационного дня мы слышали, что готовы чехи и рота эстонцев. Это то, что мы слышали, то, что есть. Но, может, он имел в виду какие-то другие страны. По-моему, при условии гарантии США, которые не собираются давать. Рота эстонцев – это крутые парни. Там, по-моему, уже 2 эстонца на собственных минах подрывались рядом с границей. Нет, там один литовец, по-моему. А, литовец, да, разница небольшая. Один литовец. Что с них взять? Один литовец, Я 2 просто не эстонца. могу, если серьезно об этом говорить. Нет, смотрите, тут же тут вопрос возникает очень важный. Я когда тоже вот это вот в прессе западной читал, вчера, по-моему, США, да и Трамп, по-моему, это говорил, да? Ну или там от имени Трампа писали, что США в воздухе будут поддерживать вот эти миротворческие войска. Так, погодите, так это ровно против чего, условно, Россия и воюет. Да. Что... Там же фишка-то какая, что еще чуть-чуть, еще немного, и российская экономика рухнет, режим рухнет, и тогда все будет совершенно по-другому. Поэтому здесь нужно понимать, откуда ноги растут. Та же самая у них история была с Ираном. Поэтому флаг в руки, а ветер в спину, флаг в руки, да. Или в другое место. Куда? Они любят. Кто любит, кто делает вид. Да. Да. Надо же идти в ногу со временем, быть в тренде. Поэтому... Сегодня очень увлекательная история произошла. В Италии задержали украинца Сергея К., который участвовал в подрыве Северного потока, на секундочку. Он был Не участвовал, а координировал. Большого человека задержали, на самом деле. Но он был на яхте. Он был на той яхте. Он координировал. Да, он был ответственным за все это. Значит, Wall Street Journal
ну, об этом сообщили немцы, да, там, Wall Street Journal к вечеру пишет, что он является отставным капитаном ВСУ и служил в СБУ. Значит, Сергей К. предположительно возглавлял группу из 2 военных и 4 гражданских водолазов, тайно нанятых специальным украинским военным подразделением для установки взрывных устройств, которые разрушили трубопроводы. Ну, Степан Геннадьевич, дело раскрыто. А что это дает? Ну, почти. Ну, там тот элементарный факт, что яхта, которую арендовали, в принципе, не может выдержать оборудование по весу, необходимо для таких погружений, не говоря о взрывчатке. Ладно, черт с ним. Хорошо, котлы взорвали, все согласились, все хорошо. Пиндосы здесь ни при чем, да, хорошо, да, все, договорились, пиндосы ни при чем, вот нашли виноватых. Но тут есть такая штучка, что «Газпром» выкатил потерь на $1 триллион. Значит, поскольку это украинцы сделали, значит, это будет счет выставлен кому? Украине. Красиво, особенно если брать Политико, на прошлой неделе публиковала план, там тоже $1 триллион как бы претензий к Российской Федерации на Ну, восстановление. а тут у «Газпрома» $1 триллион. Вот и никто никому ничего не должен. Все расходятся по домам. Как в том анекдоте про 2 ковбоев, да? Тебе не кажется, Джо, что мы бесплатно наелись дерьма? Да. Просто возникает главный вопрос. Так, а вот это вот расследование, завершившееся по Северным потокам, оно как-то приближает восстановление вот этой уцелевшей ветки? Или это уже, в принципе, тоже металлолом на дне? Я думаю, ну, восстановление там, сколько проблемы с ржавением труб, в принципе, восстановить-то можно. Не за такие деньги, там, ну, кусок пору. Но там ржавение труб, поскольку они изнутри, они заполнены водой. Там есть технологические проблемы, но, в принципе, все это восстановить можно. Я думаю, что после того, как американские инвесторы приобретут эти газопроводы, все восстановят по договоренности. И они будут продавать Европе российский газ, ну, с небольшой наценочкой, как сейчас оружие, 10%. Не, этих самых европеоидов имеют вообще во всех сексуальных возможных позициях. Тут на Порнхаб ходить не надо, просто вот. Читайте новости, смотрите, что они делают. Дома не пытайтесь повторить. Возможно, серьезные травмы. Нет, серьезно, ну вообще, ребята, уникальное создание. Зеленский тем временем пообещал, что через несколько месяцев ВСУ вытеснят армию России из Сумской области. И какие-то странные... Вот я даже удивлялся у себя в Телеграм-канале, вот если честно. Да, кстати, подпишитесь на Тимуру в Телеграме, также его семинары, ссылка в описании возле его фамилии, переходите, интересуйтесь. Поставьте лайк, кстати, не забудьте. И удивлялся, потому что идут какие-то очень интересные данные. Сырский выходит и говорит, 6 населенных пунктов освободили на Покровском направлении. Зачистили, никого нет. Но в то же время ну, пресс-секретарь направления говорит о том, что погодите, мы там, да, их отрезали, но они там есть, причем превосходящее число российской армии, да, но все равно всех разбомбили, всех уничтожили, но они продолжают атаковать Доброполье. А в Доброполье никого нет, а они его атакуют. В общем, какая-то дичь идет из официальных сообщений, одно с другим не вяжется и не сопоставляется. Но тут же как главное? Надо сказать, ага, Сумскую область мы возьмем и освободим. Тут мы освободим. А то, что провисает очень серьезно после вот этого броска резервов на Покровское направление, другие участки, о которых все как бы и забыли. Ну, что там под Купянском? Ну, ближе немножко стала Боровая, там, Лозовая, да? Ну, в том направлении, ну, южнее Купянска. Или, например, Северск. Да бог с ним там, Северск и Северск. Ну, там, ну, продвинулись, ну, подумаешь, ну, это же неинтересно. Это не стратегически важный населенный пункт. А вот Покровск, ну, правда, тоже же, насколько я понимаю, перестает быть стратегически важным. Нет, насколько я понимаю, первый самый такой мощный трупонаступ отбили. Сейчас ситуация, ну, такая очень вязкая, потому что все подтянули дронщиков. И практически двигаться не то, что невозможно, а очень тяжело с логистикой. То есть, если кто-то хочет наступать, это значит, нужна хоть какая-то концентрация живой силы техники, а ну, дроновая война не позволяет это сделать ни с той, ни с другой стороны.
Ну, конечно, за счет того, что полное господство в воздухе и в воздушной разведке, ну, лучшие бригады украинские просто закапываются в Чернозем, в том числе и этот Азов. Я думаю, скоро сбежит с линии фронта. Да нет, ну вы что, Азов? Азов такие Сколько душещипательные раз уже сбегал, ну что. Я тут понимаю, это лучшая часть Украины. ролики такие снимают. Мол, А, приходи, ты будешь видеть семью, ты будешь да, там, в общем, воевать с это неба. хорошо. Ты будешь видеть свою семью с небес. Приходи. Обеспечим. Нет, ну правда, то есть это складывается впечатление о каком-то таком, не знаю, там супер-пупер Ну, это подразделении. очередная пропагандистская фишка. Это как еще раз вышел бывший начштаба Азова и поднял тогда шухер по поводу Покровского направления. Ну, потому что Азову там уже 2 недели до этого насовывали людей. Эти самые 58-я армия. Донбасские полки, батальоны. Корпус там Донбасский. Им насовывали люлей, это хорошо конкретно. Они это очень сильно не любят. Они не любят умирать. Именно азовцы. Поэтому, ну, Ну, ждем. получается странная история, а все остальные любят тех, которые хватают и Ну, запихивают в это же люди бусик. второго сорта. Это же люди второго сорта. Азов – это крем нации, можно сказать. Будущее, будущее генетическое ядро нации. А остальные люди второго сорта. Украинцы второго сорта. Проходили, знаем, чем заканчиваются такие игры. А, Очень интересно в контексте, ну вот, диспозиции Трамп-Путин, да, выглядела его сегодняшняя публикация. Это, конечно, Степан Геннадьевич, это, конечно, нечто. Значит, вот так выглядит эта фотография. Сверху, мол, переводчик, и Трамп тычет в Путина пальцем. Путин на это смотрит его, ну, в него в глаза, то есть как бы с таким ироническим выражением лица, серьезный Трамп вот это вот делает. А ниже он публикует Хрущева. Ну, там кадр неудачный, там не такая аппаратура была в то время, в те времена. И Хрущев как бы закрыл, ну, моргнул, закрыл глаза. И точно так же в него так вот тычет пальцем Никсон. И переводчик. У меня в Телеграме все посмеялись, говорят, переводчик, похоже, был один и тот же. Ну, посмотрите, они очень похожи, то есть там, что тогда, что сейчас. Но это вот как бы Трамп... Что это означает вообще? Как бы вот вы Это описываете? означает орбитофронтальный синдром. Все это слабоумие. Вот что это означает. Вы анализируете подкорку психически нездорового человека, излияние подкорки. Ну, я вам это сначала сказал, что, ребята, были тихие, пришли буйные. Все, ничего не поменялось. Ну, за исключением твитов и всего этого шоу с антуражем прикольного. Вот и все. Так а какие отношения у России с США сейчас? Ну, я думаю, что... Ну, смотрите, во-первых, два лидера поговорили. А вообще хоть какие-то контакты появились, и это очень хорошо, если вы примете во внимание, что это две страны с самым большим ядерным потенциалом, скажем так, деградацию управления и элит по всему миру. Ну, хоть говорить стали, при Байдене вообще же не общались. Но это как-то облегчает, что ли, жизнь в раздумьях о будущем детей. Что, наверное, в этот раз случайная ядерная война не начнется. Хотя общаться стали. А в остальном ничего же не поменялось. Ни позиция США и Европы по отношению к России, ни позиция России по отношению к США. Ну, только, скажем так, что ли, голая задница США, она выглядит все больше и больше и яснее. Наша голая задница, она была 3 года назад, так, предоставлена на всеобщее обозрение. Ну, как-то с того времени нашли там подорожника листочки. Чуть-чуть прикрыли. Американцы в прошлые штаны расходятся вот так вот все. Особенно, если знаешь подноготную чуть-чуть того, что реально происходит, а не вот этот вот А информационный что шум. реально происходит с Америкой? Да, ну, растянули их на растяжку поставить. Сейчас еще Ближний Восток, я думаю, скоро полыхнет. Ну так Биби Да. пошел, Степан Геннадьевич. Биби пошел на газу. Ну, молодец еще, Ходили, красавчик. рядили,
переговоры, 60 дней перемирия, заложников туда-сюда, есть, нет. Ну, кинули, Отказы, ХАМАЗы кинули с перемирием, кинули давно, через месяц его кинули. Тот же Уитков, американцы. Поэтому просто очень забавно, да, помните, там ХАМАС какие-то лапотники, 30 тысяч их. И тут, значит, лучшая армия мира, которая обладает всем оружием, каким вы хотите, лучшей разведкой, лучшим пятым-десятым. 2 года не может 30 тысяч лапотников победить. Но сейчас у них, я думаю, будут еще больше проблемы в Газе, потому что Тик-Ток-Махт, еще раз, это карательная армия, это даже не армия, это карательная организация. А в основном они, если вы посмотрите на их тактику, они равняли все с землей. Ну, потом кто-то туда заходил, его отстреливали, они уходили. А сейчас они решили оккупировать Газу. И, насколько я понимаю, вот резервисты, у меня есть 2 знакомых резервиста, у них тоже был такой, знаете, сионистский угар, да мы сейчас отомстим за все. А сейчас их призывают, они говорят, не-не-не-не-не, мы там останемся, ну нахер. Вот еще раз, страна с ядерным оружием, с лучшей, как нам говорят, армией, разведкой, всем на свете, спецслужбами вообще, при поддержке США, при поддержке всего цивилизованного мира, устраивает второй год геноцид палестинцев, но ХАМАС победить не может. Поразительно. Какие-то жалкие 30 тысяч, как они говорят. я так понимаю, что США напрямую завязаны на этом походе Биби на Газу и решение вопроса. А что значит завязаны? Ну вот смотрите, Европа напропалую, ну понятно, по национальному составу, меняющаяся Европа, да, они все там и Стармер, и Макрон, они вот это ходят, вот этот и так, и сяк вокруг признания Палестины. Все высказываются Это за. не национальные изменения, это ашкеназы. Ашкеназы сейчас ведут серьезнейшую, практически, на мой взгляд, борьбу не на жизнь, а на смерть с мизрахами, ну, с черными евреями, шизоидами этими, которые вот в сентябре 27 года ждут прихода Мессии и тому подобное. Кстати, и они просто без смеха. Знаете, они тут признали совершенно официально, что вот институт еврейский, который занимался выращиванием красных коров в США и Канаде, не смогли вырастить красную корову. А чего так? Резать некого, понимаете, западло. Нужно зарезать 5 красных телок, а их вывести не могут. Я просто предвкушаю, как равинат будет изворачиваться. Ну можно ж покрасить. Ну, Ну еще раз, погодите, если у нас был глава этому СНБО, который процессу, красил собаку в волка и продавал. Ну, тут же тоже можно так этому же. процессу нужно придать кошерность. И вот как раз придание кошерности, вот это будет шоу Бенни Хилла. Ну ладно, да. Так вот, Вот. Европа вся, ну вот политически, да, вот за это, а американцы все время повторяли, не-не-не, никакой Палестины, ничего не будет. Получается, если не будет Палестины, там будет Израиль. Такой план у американцев. Ну, у них план, еще раз, это план Clean Break, или план Большого Израиля, который наконец-то стал озвучивать Нетаньяху в своих речах уже 2 раза. Наконец-то он признал, что у него есть такие мессианские наклонности, и он видит себя как чуть ли не мессию и тому подобное, что он не просто так на этом свете. И 2 раза уже упомянул Большой Израиль. Это план от начала 90-х годов, от Хадсон Институт, от ребят оттуда, который был как раз сделан под Нетаньяху. Поскольку ЧВК, еще раз, Израиль – это ЧВК Штатов, американская ЧВК, колониальная администрация, ну, а, соответственно, британская. Вот, и они этот план притворяют, теперь о нем стали говорить, и тут эти самые аслафилы, наши любимые саудиты, вдруг выступили с протестом. Сказали, как-то так, от нас тоже кусок отрежут. Дебилы вас всех кончат, помогайте дальше. Там тоже свой переполох. Поэтому это часть плана. Большой Израиль включает Ливан, Иорданию, часть Египта, часть Саудовской Аравии, часть Сирии. Так что там ребята не спят. Все идет пока по плану.
Так, мягко выражаясь. М, Ну, это я, конечно, кр- это сарказм, если кто не понял. Кроме... Ну, они отсюда все была всяческая поддержка этого дела, потому что, во-первых, это угодно империи, это имперский план. А во-вторых, дело Эпштейна, им просто Трамп шантажирует, да и все, и он как шестерка выполняет любые требования. Дональд, скажи, что ты за меня, если меня скинут, ты прекратишь помощь Израилю. Да, да, Таньяху такой классный парень, он такой великий политик, не смейте его обижать, иначе помощи Израилю не будет. Да. А, Получается, что если так оценивать Америку и состояние дел в Америке, там, с долгом перевалившим, тут же тоже очень интересное было сообщение, вот в то время, когда вот Трамп, как это, проснулся, да, и сказал, что, ой, 2 недели и потом посмотрим, он же в это время он выходил как бы на телевидение, да, включался, американское, и у Тода Старнера, Старнеса, да, есть такой Тод Старнес, у него там шоу, говорит следующее. Думаю, сегодня вечером я выйду на улицу с полицией, конечно, с военными, и мы сделаем свою работу. Что это за такой посыл? Просто раньше в столице, ну, в Вашингтоне, прямое федеральное управление ввел Трамп для борьбы с уличной преступностью. И с этой целью в столицу как бы, США вводятся подразделения Нацгвардии. То есть, слушайте, понятное дело, можно сказать, что там старик куражится. Но получается, что есть проблемы не где-нибудь, а в столице США с преступностью. И сейчас вот таким Да, нет, образом... Вашингтон, если не ошибаюсь, обогнал даже Чикаго. И ну, Чикаго, Балтимор давно обошло, по-моему, даже Чикаго обогнал. Тут же кого-то известного пристрелили, чуть ли не конгрессмена. Но, ну, что вы хотите, демократическое управление. Посмотрите на все города с демократическим управлением крупные, что там происходит. Ничего удивительного нет. А вон Нацгвардию они вводят просто, ну, они, насколько я понимаю, они получают статус помощников шерифа, ну, то есть становятся правоохранителями. Ну, не знаю, к чему это приведет, потому что решать надо, скажем так, социальные проблемы. То есть бороться с причиной, а не с последствиями. А как там бороться? Только, ну, грубо говоря, 3/4 города выселить к черту за 101 километр. Вот я не знаю, пойдут ли они на это или нет. Ну, потому что, ну, хорошо, ну, навели вы порядок, там, напугали негров до усрачки, грубо говоря. Ну, хорошо, вывели вы Нацгвардию. Ну, осталась полиция, которая недоукомплектована, ее нет в надлежащем количестве. Вы думаете, что через месяц опять не начнут беспредельствовать? Начнут. Поэтому это проблема требует радикального решения, но на него никто не пойдет. Поэтому все так, знаете, на публику и обкатывают. На самом деле, я думаю, для других городов. Тут, я думаю, это просто предлог. А обкатывают, в принципе, использование армии для подавления чего-то в крупных городах. Значит, мы в прямом эфире, тут вышел Зеленский в вечернем обращении и сказал, что эту войну нужно завершать, нужно давить на Россию, чтобы война завершилась, ничего кроме силы и давления Путин не понимает, сигналы, которые дает сейчас Россия, неприличные, они пытаются соскочить с необходимости встречи лидеров. Ну и параллельным курсом целый день сегодня всякие там народные депутаты, которых никто не знал никогда, но они же стали народными депутатами по объявлению от «Слуги народа». И не только от «Слуги народа». Говорят, вот, Путин боится, потому что на встрече Зеленский, вот прям это серьезно они пишут, прям Зеленский наваляет Путину. А там, если даже к нему рядом Медведева поставить, он обоим наваляет. Причем вот в таком... Вы понимаете, ну как, на серьезных щах об этом пишут, поэтому Путин боится. Вообще, конечно, идиотизм крепчает и маразм крепчает с точки зрения А политической. если еще к Зеленского Гордона, О, тут же вообще это все. кадык вырвет. Режим снесут.
кадык вырвет, понимаете? Ну. Вот. Правда, там есть видео, перед глазами почему-то возникло, как несколько лет назад возле его офиса Гордон дрался с бомжом. Причем таким дедом, ну, бомж, ну, это как, и вот там пытался тут, ну, там, в общем, как-то Гордон неуверенно себя в стоечке чувствовал, как-то так вот, а бомж там вот, собственно, на него так серьезно окрысился. Но это так, отвлеклись мы. Я просто к чему хочу вот подвести. Вот преступность на улицах, Трамп патрулирует Вашингтон. Слушайте, да вводите уже комендантский час, чего там, есть хороший опыт. Это не демократично. Нет, почему не демократично? Демократично. Вот же был Нет. эпизод на встрече в овальном кабинете. Говорит там, вот выборы, там эти выборы, ну когда будет безопасно, мы проведем и выборы. Трамп говорит, так а что если 3 года война, будет 3 года не будет выборов? Зеленский говорит, э, посмеялся, говорит, вот типа, как вам понравилась эта идея? Слушайте, так демократия меняется. Ориентиры-то на Зеленского. Ну, посмотрите, например, на выборы, скажем, в Афганистане, в Ираке. Там война была гражданская. Тем не менее, американцы проводили выборы. Все демократично, все кошерненько, халяльненько. Так же и в Украине. Вы понимаете, еще раз, вот легитимность вопроса вызывает. Даже, по-моему, Путин сказал, что ну хорошо, ну встречусь, поговорю. Замечательно, прекрасно. Даже пусть мы до чего-то договоримся. Бумажки-то кто подписывать будет? Это, Бумажки же главное. это, Потому что кстати, без вопрос. бумажки ты какашка. Это, кстати, вопрос. Вопрос. Реально, вот, ну, вот. Кто вообще, вот, хорошо, договор, скажем, там, я не знаю, мирный между Россией и Украиной, там, признание чего-то, что-то зафиксировано. Стоит какая-то непонятная подпись. Вообще, как левого чувака. Следующий правительство приходит и говорит, ребят, вы что, дебилы, с кем вы подписывали? Все вопросы вот к нему, а не к нам. Нет, ну это реально такая ситуация. Ну, вот как с этим быть? Ну, понимаете, это на самом деле, я думаю, вопрос такого далекого времени относительно. Там, ну, год, например, полтора. Ну, полтора, не знаю. Год, наверное. Что за это время столько, я думаю, лидеров в Киеве поменяется в Европе, возможно, даже в Штатах, что... Да уже, Зеленский, я думаю, что к зиме будут совершенно другие условия и на поле боя, и вообще в экономике украинской. Все будет уже совершенно по-другому. ну, смотрите, Зеленский же делает ставку, и он прям сообщил сегодня в интервью, что с началом следующего года серийный выпуск ракет «Фламинго» будет угрожать Российской Федерации дальностью 3000 километров ракеты. Хорошо, что это самое не был такой известный фильм «Пинк Фламинго», известный режиссер, да? «Розовый фламинго». Не додумались. Ну, это ж туполевский этот стриж. Просто крылышки приделали горизонтально, это перпендикулярно, они так вот, и все. Не-не-не, Туполев. «Фламинго» это там сразу нашли британскую ракету, арабы это Ой, делали. слушайте, что это? Я не знаю, кто это нашел. Это вот эксперты из серии. Это стриж, просто крылышки переделали. Движок тот же, ускоритель тот же. Даже часть корпуса, то есть вот фюзеляж тот же. Ну, да, там британская типа с хохлами что-то сделали, возили по каким-то выставкам, но особого интереса, ажиотажа эта модель не вызвала. Большая, тяжелая, из железа прекрасно видно на радаре. Вопрос, что может ли она лететь, скажем, на такой скорости ниже 100 метров или 50 над землей, чтобы не было издалека видно на радарах. Это вопрос другой. Возможно, эту проблему решили. Возможно, нет. Не знаю. Но это стриж. Старый добрый советский стриж туполевский. Погодите, но ведь нам Financial Times сегодня рассказала, что в России перебои с бензином, никто не может доставить бензин. Опять-таки, а куда им будут стрелять, ну, этим фламингом, да, то есть, ну, это в Кремле будут стрелять или по каким-то Ума объектам? хватит. Ума хватит. Понимаете, просто мы с вами уже давно общаемся. Я вам говорю, что, ребят, ну, в какой реально обучаем? То есть, каждый раз они радуются того, что комарик укусил слона. Ну, скажем, там попали в какой-то нефтезавод в России. После этого пролетало так конкретно. В течение нескольких дней.
Ну, типа, да, там медведя укусили, медведь взял дубину и бьет хохлов. Ну, замечательно, ребят. Вы что, садомазы, что ли? Любители садомазы? Вот хорошо, последний пример. Ударили по эти соколы, соколы Зеленского. Ударили по трансформаторной станции, которая обеспечивала работу южной ветки газопровода «Дружба». Ну, хорошо, восстановили там ее, по-моему, за 2 или за 3 дня, нефть снова пошла. А в ответку что полетело? Вообще думайте о масштабах. Сравняли вообще там, ну, крупнейший НПЗ, его больше нет. Когда я узнал, что только по одному НПЗ полетело несколько десятков гераней, 4 калибр М, еще потом полирнули крылатыми ракетами с бомбардировщиков, ну, его там нет больше и никогда не будет теперь. То же самое с газовыми насосными станциями на юго-западе Украины. Ну хорошо, ну попадете вы там в Кремль, ну попали, да, что потом будет с Киевом, с центральными кварталами. Понимаете, ведь тут, ну, то же самое, вот это Путин виноват в срыве переговоров, поэтому надо вот наказывать Россию, наказывать, осисяй. Давайте мы еще как-нибудь ее спровоцируем, чтобы она неадекватно ответила, чтобы вся мировая общественность увидела зверское лицо ентого медведя. И чтобы сразу все так встрепенулись, сказали, да, нужно новые санкции вводить срочно. А может быть, еще и бесполетную зону сделать над Украиной. Ну, давайте, ребят, вперед. Ну, Хотите эскалацию, они же ее получат. ну, тут же, знаете, прикрыть небо над Украиной, тут надо тоже подумать. А, Чем вы его прикроете? Ну, вот реально, ну хорошо, это же сколько истребителей нужно? Ну, вот летит 1000 гераней. Ну, хорошо, истребитель там, может быть, успевает сбить 3-4. В лучшем случае. Ну, F-16 известно тем, что они любят догонять обломки гераней и выходить из чата. Ну, это сколько истребителей нужно? Их столько нет просто. И потом еще за F-16 висит, по-моему, 15 или 20 миллионов рублей награда. ПВОшники будут стараться, уже стараются. Поэтому объемы, понимаете, объемы не те. Вот количество, оно имеет свойство переходить в качество. Вот нет этого количества, нет количества ПВО, нет. И артиллерийских стволов нет. Понимаете, на складах. Ну, я уже не говорю про снаряды и все остальное. Про ПВО. Ну, Ну, тогда, стратегической выгоды просто смотрите, нет ни у Запада, ни у Украины. тогда получается, что у Трампа вообще вся выгодна эта вся история, которая сейчас У происходит. Трампа нет хороших карт. Так Ему нет, нужно выползать. так он будет продавать оружие. Правильно, но он не будет участвовать в конфликте. Он все капитулировал, сказал, ладно, хрен с вами, вы выиграли. Я ухожу с высоко поднятой головой, поскольку я теперь не сторона конфликта, а я буду, мол, переговорщиком и получу свою Нобелевку. Ну, наверное, через несколько месяцев, когда, скажем так, западные партнеры и украинское руководство станет значительно более сговорчивым, Вова Путин позвонит Дональду Трампу и скажет, Доня, приезжай за Нобелевкой по миру, они готовы. И Доня, и все. Ну так Ну, Нобелевская премия, подождите, Нобелевская премия мира, она вот в октябре. Значит, до октября на надо... следующий год, ну, на следующий год. Вообще ее, на самом деле, вот в этом году нужно вручать Медведеву, по большому счету, Нобелевскую премию мира. Остался один с красной кнопкой, и мир не погрузился в ядерную войну. Спас мир, можно сказать. Вот ему. И, ну, реально, мог же ведь сказать, Мишустин, отойди. Тут серьезные дяди пришли. Где она? Мог, но не сделал. Премия мира. Если вот продолжать вот эти казусы, вот сегодня Bloomberg пишет о том, что, ой, господи, Урсулу фон дер Ляйен несколько раз просили выйти во время переговоров в Белом доме. Вице-спикер Бундестага Амит Нурипур заявил, что... Как? Нурипур.
Интересная немецкая Амит фамилия. Нурипур, нормальный Амид зам. Амит, и вы такой же. Амит, Да, Амид нормальный. Нурипур. Вице-спикер Бундестага. Что вам не нравится? Это ж во мне Арийская, вот прям арийс. а мэр Какое имя. Лондона тоже. А вот эти все, да, там, вы что? Так вот, он заявил, что фон дер Ляйен несколько раз была вынуждена покидать зал во время встречи с Трампом и Зеленским, потому что американцы, цитирую, хотели говорить только с лидерами. Слушайте, ну это тотальное унижение Урсулы. Вот Ну, прям я не знаю, было ли это на самом деле. Просто, может, она выходила салфеточку понюхать. Потому что, судя по тому, в каком состоянии вышла премьер-министр Италии, когда давала интервью, это было нечто. Советую всем посмотреть. Да не, ну там по фотографиям, это знаете, шалуны собрались вокруг папы, просят у него денег. Ой, вот ну, цирк-то разыграли, вот спектакль вообще. так а реальных итогов нет, вы же Ну видите. и не будет, и не будет. Я даже, ну, я бы понял, скажем так, вот как, например, сделал Путин перед началом войны. Он собрал этот самый Совет Безопасности в расширенном составе. Все выступили, сказали, да, мы готовы. То есть, он всех подписал под это дело. Вот, ребята, вы отметились на широких экранах, что, увы, мы с вами в одной лодке. Вы все за. Так и здесь, если бы Трамп принимал какое-то серьезное решение, имеет смысл вызвать всех этих лидеров из коалиции страждущих и желающих и сказать, так, ребята, вот под запись. Мы все соглашаемся с этим. Все согласились, чтобы очередных Минсков и прочих хероты я не видел. Все. Но это уже не было сделано. Но это в принципе не может быть сделано. Потому что, ну, Дони, он Дони. Как его звали, Альфа дал. Сегодня одно, завтра другое. Хочется одного, а ему говорят, ей нельзя. Поразительно, что вот эту, ну так, поиздевавшись над Урсула, если это правда, сопровождает очень интересное отношение США и Европы. В каком плане? Значит, ЕС и США не достигли соглашения по совместному заявлению по торговой сделке, в общем. Что ж США? США готовы снизить пошлины на европейские автомобили до 15%. Значит, 15% потолок пошлин подтвердили, 15% потолки на фармацевтику, полупроводники, лесоматериалы, ну, те, которые из Украины лес тягают, понятно. Европа пообещала снизить тарифы на американские промышленные товары. Обсуждается снижение тарифов на квоты на сталь, алюминий, а также инвестиции в американскую энергетику. В общем, и обязательство уже конкретно прописано о том, что 750 миллиардов до 2028 года и чипы искусственного интеллекта 40 До миллиардов. какого года? 28-го. Он рядом, вот, да, он рядом. И европейские инвестиции в США достигнут 600 миллиардов стратегические некоторые отрасли. Трамп назвал это важной сделкой, однако для реализации как бы нужно много работы. Ну, если так посмотреть на Я сообщение, вот честно говоря, не понял, а какую они сделку заключили раньше с Урсулой? так эту же. А теперь оказывается, что она не совсем того, что ли? А теперь, оказывается, они ее подтвердили. Не подтвердили, да? Или Нет, подтвердили? подтвердили. Все, они вышли Но не и подписали. пришли к соглашению, да. Пришли соглашение. Понятно. Тогда было рамочное соглашение. Ну, я понял, да. Так погодите, доят Европу американцы или наоборот помогают ей? Я думаю, что пытаются доить и реально доят, но европейцы их тоже, конечно, кинули со всеми этими своими инвестициями, как и арабы. Но тут товарищ красотка Бессент выступала на Угу. видео и заявила буквально следующее, что, мол, вот все ЗВРы наших союзников, но они не совсем их, они будут инвестировать в нашу экономику под нашим чутким руководством. Нормально, да? Вам не кажется вообще, что последнее время, Они что-то попутали. вам не кажется, что последнее время как-то Трампа все кидают? Даже Зеленский.
Европа, Зеленский. Ну, а что с ним еще делать? Он слабоумный, причем такой, знаете, воинствующий, воинственный, да. Ну, что с ним делать? Все поняли, как с ним надо работать. Сначала, между прочим, с ним так стал работать Путин, Великий Дони. Как там, поздравляю тебя с рождением внука, вот твой портрет, я молился за тебя, когда тебя чуть не прибили якобы. И Дони, наш пацан. Дорогой сосед, вы еще Да, живы. да, да. Ну, а делай свое дело. Или просто послать на 3 веселых буквы, как китайцы делают. И что? Сделку опять там какой-то страшный тариф на 90 дней перенесли. Бессент вообще красотка заявила, что, в принципе, мы удовлетворены состоянием дел с китайскими тарифами. Так, подожди, они же продолжают покупать российскую нефть, помогать этим кровопийцам кровожадным. Поэтому этот же, как его, Расмуссен или нет, не Расмуссен, кто сейчас глава НАТО? Рютте. Папа приехал, спасибо, папа. Честно говоря, конечно, второй срок Трампа это сплошной мем. Мемный старик. Мемный. Представляете, люди серьезно все это анализируют. Даже кто-то какие-то инвестиционные решения пытается принимать. Серьезно анализируя весь этот бред. Ой. Меня вот что, кстати, умиляет до слез просто. В России же тоже есть такая мощнейшая пропагандистская машина. Так вот, официальная точка российской пропаганды, на самом деле, Трамп очень мудрый политик. И вот все, что он делает, это очень мудро, потому что это называется создание стратегической неопределенности. Все прям как в своей книжке написал «Искусство сделки». Поэтому, да, вот читаешь, думаешь, да, кремлевским пора это сам методичку менять уже. Ребят, ханимун over, как говорится. Медовый месяц закончился. Сегодня также Индия сообщила, что будет продолжать закупки российской нефти. Да. Новость достаточно, такая серьезная, ввиду того, что Индию как бы пытаются шатать. Да, ее пытаются шатать в противовес Китаю. Что сделал Трамп? Как? Индусы с китайцами после 5 лет возобновили авиасообщение. Ван И, министр иностранных дел Китая, полетел в Индию. Моди едет на празднование 80-летия Победы в Пекин. Красавцы, помирили. Сказали, все, забываем всю старую вражду, нас пиндосы достали, будем против них дружить. Молодцы. Я рукоплещу неоконным и вообще этой всей политической братьи. Красавцы. Мы увидим возрождение БРИКС, или это будет ситуативная история, там немножко Да, проучат? трудно. Слушайте, я думаю, много раз говорю, что БРИКС это так, знаете, такой лохотрончик для шинормас. Типа есть глобальный юг, который за все хорошее, есть Британская империя, глобальный Запад, который за все плохое и всех угнетает. А на самом деле, БРИКС ту же повесточку исповедует глобалистскую один в один, что и Запад, что Западная Европа, например. Только штатам там позволено что-то выкобениваться Трампу. 4 года повыкобенивается, придет очередной президент, обратно все повернет. Все делается президентскими указами. Пусть внутреннюю политику ему на откуп дали, как и Байдену в свое время. А так, глобалистская повесточка один в один, все в строю. Поэтому все, что делают, скажем так, глобалисты, шекелей мало стало. Формируют 2 зоны. Многополярный мир. И экономические, и валютные зоны. И политические зоны. Посредник будет грести бабло лопатой. Вот и все. По поводу бабла, то сегодня тоже прошла новость. Россияне обсуждают, что Центробанк не исключил снижение ставки до 2025 года, до конца. Все больше сообщений об этом приходит, и благодаря высокой ставке инфляция замедлилась, рост цен на жилье приостановился, рубль укрепился, а теперь меняют курс. Соответственно, будет наоборот.
Ну как, нет, сегодня ЦБ выступил вообще, я долго не мог понять, что такое траектория устойчивого роста. Ну, вот они любят ЦБ нашим, говорит, вышло там или отклонилось, перегрев, недогрев, охлаждение. Такая мифическая траектория устойчивого роста. Вот сегодня ЦБ сказал, что все, перегрев закончен, теперь экономика на траектории устойчивого роста. Значит, получается, из секторов экономики живы только нефтепереработка, добыча и ВПК. PMI в обрабатывающих отраслях 47. Это серьезное сжатие. И PMI в сервисе что-то 48,5. Это существенное сжатие. Это вот называется траектория устойчивого роста. Ну, теперь хоть определились, спасибо. Что это означает, Кстати, Степан ЦБ еще Геннадьевич? отказался, теперь все, он больше не будет давать прогнозы рубля официально в своих стратегиях. Наверное, все над ними смеялись. Ну, ладно. Я к тому, что это означает, и как бы как повлияет. Ничего, ничего. Это, ну, это, еще раз, это вот словоблудие называется. Ни к чему не обязывающее никого словоблудие, и за это никто не несет никакой ответственности. Вот что это значит. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса и перейдем к вопросам непосредственно вашим. Значит, пожалуйста, вот результаты. Спасибо большое. Там чуть-чуть не хватило до 10 тысяч голосов. В ком наибольшей мере причина того, что война никак не закончится? 5% считают, что в Путине, 13% в Трампе, 15% Байден-Обама. Ну, это как бы наследие, да, вот это вот война Байдена же. Ну и вот победил 67, 68, сейчас меняется этот показатель, это все-таки в Зеленском причина. Слушайте, Степан Геннадьевич, а если в Зеленском причина, ну что не взять как бы, ну без Зеленского это все и войну закончить? Ну, вот сейчас вот готовят, судя по всему, Залужного, только... А разница между ними какая? Не подскажете? Зеленский с Ермаковым в шестерке бритов, Залужный официально шестерка бритов. Ну, одну шестерку поменять на другую. Изменится ли от этого курс страны? Нет. Смысл менять? Ну, чтобы, наверное, снять какие-то существенные риски внутреннего развала системы, внутреннего коллапса уже системы управления внутри страны. Типа вот, как там им оды, песни сочиняли великому полководцу, монтирую котлы под ключ. Вот пришел так отец, батюшка, армия, типа его уважает, за него все готовы умирать, тому подобное, бла-бла-бла. А по факту, ну, одна шестерка меняет на другую шестерку. Ни цели, ни задачи внешнего управления при этом не меняются. Поэтому говорю, что это не Зеленский, а бритый. А Зеленский что? Шаг вправо, шаг влево, чувак. Ты слишком много знал. Все. Нет, ну посмотрите, тут же как. Даже если придерживаться вот этой логики, что ну что там бриты, сюда можно в эту копилку добавить меморандум о том, что Британия будет помогать выборы после войны проводить в Украине. Да, да, кстати, да, да, чтобы все было под контролем. Тут нам лишних тут не надо. Зеленский тут вообще выдал какую-то сентенцию странную, говорит, слушайте, меня так раздражает уже этот вопрос, давайте уже эти выборы проведем, да и все, ну, чтобы снять это, ну, сколько можно. Вот это легитимный, нелегитимный, давайте уже их как-то там проведем, да и все. Вот так как-то, между прочим, это прозвучало в интервью Так большом. надо посчитаем и расслабимся. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Тут же возникает другой, просто вопрос. Если меняются вот это лица первые, да, вот так раз и поменялись, то, может, они придут с новыми задачами. Ну, там, например, наоборот, там, деэскалация, или там, не знаю, все уже Ну, сворачиваем проект «Война». я думаю, это может случиться, если существенно поменяется обстановка на поле боя. А почему она Потому что, существенно не меняется? ну, потому что только-только вот начали воевать цивилизованно, так занимаясь непонятно чем. Сейчас только-только начали воевать цивилизованно, вот уже месяц мы воюем цивилизованно, выносим все и вся подряд в лучших традициях американцев, еврейцев и НАТО. И потом, слушайте, там были созданы такие мощнейшие укрепрайоны на Донбассе.
Но там из них осталось два. Ну, Покровск практически все. А еще же ведь есть Славянск-Краматорск, мощнейшие укрепрайоны. Их надо взять, за них ничего нет. Как только они падут, то все, дорога на Днепр открыта. И потом шли вверх к водоразделу, сейчас будут спускаться вниз, там уже поля, вот поля и степи. Особо ни за что не зацепишься. Поэтому и потом война другая стала. Там, ну, главное оружие сейчас на поле боя – это дроны. Я не знаю, как в украинской армии, но я знаю, что в российской армии порядка 75% ранений – это от дронов. Совершенно война поменялась. Поэтому там, когда какие-то эксперты начинают говорить, что вот, там русские что-то не сделали, там вообще... Ребят, война поменялась очень сильно. Никаких прорывов таких больших, если... Ну, сейчас, правда, у украинцев проблемы с дронами начались, но тем не менее, когда концентрируются дроны на одном направлении, ну, невозможно создать необходимый резерв, необходимый кулак для какого-то грандиозного прорыва. Все уничтожается там в пределах 10-15 километров от линии фронта. Война шумная. Ну, посмотрите, как воюют. Ну, зеленка появилась, началось моментально у нас мощнейшее продвижение. Ну, потому что там дрон не достают. По лесополосам, поэтому по всему. Зеленка уйдет, там, когда она уйдет, в конце сентября, в октябре, продвижение застопорится. Ну так почему не договариваться? А зачем? Нет, вот что, зачем Путину договариваться? У него какие-то проблемы? У него проблем нет. Послушайте, ну с таким же цинизмом я могу сказать, а зачем Зеленскому договариваться? У него что, какие-то Тоже проблемы? незачем, потому что Вообще для нет него, никаких проблем. Смотрите, никаких для него война – это жизнь. смотрите, никто не обращает внимания там нарушения прав человека, какие-то там Конституция политзаключенные. это все. Вот эти все, ну, проблемы там у режима, имеется в виду. Европейцы в рот смотрят, заглядывают туда, говорят, ух, какой ты наш лидер демократический мира. Новый демократического Его, мира. вот вдумайтесь, его принимает Трамп, говорит в начале встречи в овальном кабинете, для нас большая честь принимать президента Украины. Приезжают лидеры Европы, сидят смиренно, ждут, пока они поговорят на публике, без публики, пока Трамп покажет ему кепочки 28 год, покажет карту, поводят пальчиком вот эту смешную, которую он хочет забрать себе назад домой. Вообще смешного, конечно, мало в этой карте, но тем не Сцена менее. один в один, как в известном фильме, между прочим. Вот это мадам Один в госсекретарь, да, один. да. То есть, понимаете, в чем дело? И все. И это легитимация. То есть для, Да, для да. окончательной легитимации, вот полной, стопроцентной, не хватает с Путиным встречи. Вот если бы они сели под камеры вдвоем, там чего-то пожали руки, не пожали, не знаю, там как-то обыграли бы этот момент, или просто поговорили. Все, все. Да, я не знаю. Это вот, да, это тоже смешно. Путину вообще пофигу с кем встречаться, реально. Он же сказал, чувак, я могу говорить о чем угодно. Лишь бы санкции новые не вводили, пока мы там газифицируем Украину. Ну, от слова газа. А подписывать бумажки-то кто будет? Кто? И все. Ну, переизберется Зеленский, чего? Ну, по большому счету, вы абсолютно правы. Ну, у Зеленского вообще все хорошо. Проблем пока никаких нет. Все нормально. Пока война не завершается, проблем нет. Получается, и Путин и Зеленский, получается, на одной стороне, на стороне войны. По большому, да, да, продолжение войны, потому что, ну, еще раз, вот предположим, боевые действия там заканчиваются, скажем, через месяц, внезапно. Что делать, например, со всеми подписавшими контракт? Они привыкли получать по 200 и даже больше, если не по 300 тысяч теперь. Да? У них уже совершенно поменялся менталитет на фронте. Люди как-то к смерти начинают по-другому относиться, а именно, ну, я уже один раз умер, попав сюда, пофигу. Ну, мы видели эту историю, когда там Вот мы, СВОшник приравновал судью какого-то местного и, так сказать, конечно, к смерти другое отношение. И подобных вещей в Украине много, и в России. да, Ну, ну, и вот эти ребята возвращаются обратно. Зарплаты, ну, может быть, 40-50, если повезет. Ну,
Ну, к выполнению интернационального долга они уже не готовы. И будет очень весело. Я думаю, что ВПшечки в Кремле это понимают, поэтому тоже не спешат завершать боевые действия. Особенно, поскольку все идет в их сторону. Поэтому я и говорил, что, ребята, это все надолго. Вы тут какие-то слюнки распустили. А теперь сдавайте свои китайские губозакатанные машинки обратно. Не работают, они ломаются. Да, мы в прямом эфире, друзья. Сейчас перейдем непосредственно к вашим вопросам. В подтверждение изложенного выше на Sky News выходит Нетаньяху, и Биби говорит, что Израиль захватит Газу, независимо от того, согласится ли Хамас на прекращение огня и освобождение заложников. Все. Ну, как Вперед, Биби. Биби погнал по кочкам. Еще Иран, Биби, еще Иран, Иран, Иран. Они стали говорить о создании ядерной бомбы. Народ требует. Клерки, в принципе, тоже согласны, я имею в виду, клерджи. Аятоллы тоже вроде не против. Биби, надо завершать работу, которую ты не закончил. Надо нападать на Иран. Давай, будь мужиком. И тут Давай. какая-то такая очень интересная информация. Два слова я хочу, чтобы вы прокомментировали, потому что, ну, опять-таки, Блумбергная, да? Боинг обсуждает с Китаем возможный заказ на 500 самолетов. Значит, и сделка может быть вообще первым крупным контрактом в истории Китая со времен визита Трампа в его предыдущий срок президентства. Рассматривается как часть торгового соглашения КНР и США. И модели, графики, темпы, типы поставок. Контракт помог бы компании, потому что у Боинга беда сейчас. Полная беда. Ну, то есть это важно. И он помог бы Боингу укрепить позиции на авиационном рынке, втором, да, сократить отставание от Airbus. И, в общем-то, в последние годы увеличить продажи вот в Китай. И по данным источников, китайские чиновники уже начали консультации по этому вопросу. А что это вдруг такая щедрость? Ну, так, у кого? Китайцев? Да. Это Блумберг. Я понял. То есть на самом деле, может, еще ничего не будет. Может, ничего не будет. Просто кто-то сказал, что, наверное, этот вопрос где-то в каком-то кабинете обсуждался. Ну, китайцы на самом деле свое производство развивают, авиастроение. У них, как всегда, проблемы с двигателями. Но всегда есть кому помочь. Но там же Airbus хорошо сидит в Китае. Они там производят очень многие части фюзеляжа и все, потому что российский экспорт титана очень хорошо переориентировался на Китай, как раз Airbus. Поэтому кто первый, скажем так, перестанет ломаться, строить себе целку Евросоюз либо США, тот может получить этот рынок перевозок. Ну, или самолетов. Так, друзья, теперь ваши вопросы. Поехали, сообщество YouTube. Иосиф спрашивает. Власть Украины утверждает, что ТЦК действуют вежливо, без насилия. Обвиняющие их ролики, которые снимают по всей стране, это только 1% от всех других нормальных задержаний. Вопрос, почему об этих остальных 99% не снято ни одного ролика? Ну, наверное, это просто недоработка ЦИПСа. Нужно снимать ролики и выкладывать их в интернет. Алекс, Ну, недоработка. Александра. Да, Ну, что мне? Александра. Очередные 2 недели Трампа связаны со встречей Путина и Си Цзиньпина в начале сентября. Как вы считаете? Я думаю, на самом деле, если бы Трамп приехал, на троих бы они сообразили, это было бы очень интересно. Но я не думаю, что ему Неокон это дадут сделать. Ну и потом, ну хорошо, ну поймите одну простую вещь. Вот есть вот Трамп, да, это началось с администрации Байдена, когда администрации дается на откуп внутренняя политика, делай, что хочешь. Там не бинарных продвигай, я не знаю, там хоть Белый дом цвета радуги раскрашивай, никого не волнует. Ты, главное, следует внешнеполитическому курсу, который установлен неоконами империи. То же самое с Трампом. Ну, может, там бегать, что-то писать, хотеть, мечтать о Нобелевской премии мира, но, голубчик, изволь. Поэтому пока курс не изменится, а курс следующий – это мир через силу и глобальное доминирование, ничего не произойдет. Когда может измениться этот курс, когда империя пропускает мощный удар?
Причем, еще раз, надо понимать, ну, простую вещь, что, наверное, частично, на самом деле, Трамп поменял свое мнение, хотя бы временно, по поводу Украины, именно после длительного разговора с Путиным. Потому что я предполагаю, что ему были изложены аргументы, которые его администрация, его разведка он просто не приводит. Потому что информация с мест, много раз говорил, она остается на среднем уровне. Потому что если ты хочешь иметь карьеру в спецслужбах, либо в политике, ты не будешь перечить и противоречить тому, что уже обсуждено и принято наверху. Все, точка. Поэтому я не думаю, что даже у верхов есть информация о реальной ситуации в экономике и на поле боя. Поэтому Трамп может поехать, ну и что, ну посидят на троих. Выхлоп будет такой же, как и после встречи на Аляске. Ну Так вы да, же, вроде так что-то погодите, так вы же только что говорили, что Аляска... локально, нет, ну как, поменялось что-то глобально? Нет, локально да. Что-то там у кого-то чуть, может, повернулось, и самые страшные санкции не ввели, на перемирие забили. Причем, я думаю, что забили на время, потому что рано или поздно, поскольку у Трампа, еще раз, у него слабоумие, вот, кроме шуток, и у него, скажем так, оперативная память, как у рыбки, недолгая. Я думаю, что через какое-то время он снова вернется к разговорам о том, что ай-яй-яй, если не будет перемирия, там через неделю, да я вас всех в клочья. Поэтому вот ни о чем. Пока удар не пропустит. Либо на Ближнем Востоке, либо в Украине. Анна, Степан Причем такой, Геннадьевич. чтобы уже все было видно. Все, пипец, приплыли. Анна, Степан Геннадьевич, у вас нет ощущения, что Путин с Трампом договорились дурака валять по поводу личных переговоров с Зеленским, пока ситуация совсем до абсурда не дойдет? Как дурака валять? Ну, это спектакль, да. В принципе, Путин заявил, что ну встреча с Зеленским, раз друг до не хочет. Ну, хорошо. Даже потом после этого с ним встречусь. Ну, и хорошо. А бумажки-то кто подписывает? Все. Поэтому просто театр абсурда разыгрывают. Без каких-либо на данный момент серьезных последствий для какой-либо из сторон. Вопрос, самое-самое, пользователь. Как официально и правильно должен понять своего президента каждый украинец, если Зеленский, зная на 100%, что не сможет отвоевать Крым и Донбасс, говорит, что не закончим войну, пока не отвоюем свои территории? Как он собирается при этом добиться мира и зачем стремиться к заранее обреченной, о чем он прекрасно знает, и бесполезной встрече с Путиным? Ну, во-первых, по поводу территории, по-моему, эта тема с границами 91 года уже давно закрыта официально на Украине. Сейчас мулька играется следующее, что да, военным путем не сможем, но будем типа работать над дипломатическим путем. И никаких территорий за Россией юридически признавать не будем. Поэтому у вас, по-моему, устаревшая информация. А то, что он знает, и я не уверен, что он что-то знает. Я не уверен, что даже он знает, какая реальная ситуация на фронтах, либо еще где-то, либо в экономике. Ну, даже если знает, там одна-две дорожки, они эту проблему решают очень быстро. Угу. Красных. Да, 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 разумеется. Добрый вечер, Виктор спрашивает. Александр, задайте, пожалуйста, Степану вопрос. Кого и почему на своем канале он называет заблудшим? Это о ком? О, это заблудший, это, извините, это очень такой уважаемый человек, это наш великий кормчий, товарищ Путин. А заблудший, потому что его так назвал еще один великий политик, Трамп, когда он очень сильно обиделся на своего друга Владимира, потому что тот якобы равнял с землей Киев. Там, помните, были такие хорошие удары по Киеву? Угу. Не последняя серия, а до этого. И тогда Трамп очень возмутился, сказал, ай-яй-яй, мой хороший друг Владимир Путин немножко, да, он так сказал, заблудился, мол, заблудший, ну, что-то с ним произошло. Ну, поэтому я принял такое название, чтобы всякие там нейросети сходили с ума. Ага. Что делают?
Значит, Деминян, Степан Геннадьевич, есть версия, что Зеленский приказал разминировать Чангар, выход из Крыма в Херсонскую область, чтобы начать вторжение в Крым по аналогии, как Саакашвили в 8-м вторгся в Южную Осетию. Если это так, то, может быть, СВО стоило начинать после вторжения? В информационном плане Россия тогда Нет, уже точно бы выиграла. нет, нифига бы она не выиграла. Нападение на Донецк, на Донбасс было запланировано на март-апрель 22 года. Соответственно, да, удар на Крым. Она бы ничего бы не выиграла, потому что все равно бы была бы агрессором. Все было бы то же самое. Ну, типа, мы Просто пошли за было своими бы еще территориями, хуже. да, вот в этом смысле. Было бы еще хуже. Понимаете, здесь-то мы вторглись сами. А там бы, в котором находилась российская армия на момент вторжения, там могло бы еще все закончиться и временной потерей существенных территорий, прилегающих к границе Украины. Как, впрочем, и в Крыму бы ситуация была очень и очень хреновая бы. Поэтому так вот сложились звезды, так сложилась судьба, что э, война началась с другого конца. Виталий, добрый вечер, Александр Степан Геннадьевич. Вопрос. Впервые за две серии нового реалити-шоу Трампа «В погоне за миром» вызвали в медиа-среде шквал мнений, прогнозов экспертов, анализов, мнений с прогнозами. А как рынки отреагировали на этот цирк? Заранее спасибо за ответ. Ну, мировые рынки этого не заметили. Вообще, от слова совсем. Ну, российский рынок, бабла много, был слегка перепродан, нужна была какая-то причина формальная, чтобы он подрос. Ну, вот там переговоры на Аляске, он подрос. Сейчас снова падает. Когда до людей в очередной раз дошло, что никаких санкций снимать не будут, никакого мира не предвидится. Это уже, по-моему, третий или четвертый раз. Но люди необучаемы, поэтому что ж не делать. На них можно только зарабатывать. Алекс Фимин. В общем, вопрос. Кто реально принимает все решения? Очевидно, что людям показывают 33 подзатыльника театра Карабаса-Барабаса. Кто по-настоящему субъектен в мировых процессах? Димура не лох, пишет пользователь, и должен об этом знать. Спасибо. Да, знаю 3 человека. Называть не буду. Но 3 человека всего. Вот эти Ротшильды, Рокфеллеры, вот Да, это... нет, шестерки это манагеры. Это манагеры. А кто там? Реально за шариком следят 3 человека. За порядком на шарике следят 3 человека. Христос, Аллах и Будда, подождите. Не совсем, даже по национальности не угадали. Красиво, по национальности не угадал. От слова совсем. 3 человека. Это 3 кита. Или как это? 3 слона, на которых стоит мир. Понятно. Значит, Александр, добрый вечер. Вопрос к Степану. Как вы оцениваете свои прогнозы в 2022 году и сейчас? Многое ли сбылось и что вы прогнозируете теперь для Российской Федерации? Смотря какой период 22 года, прогнозировалось жуткие проблемы в экономике, потому что мы были вовлечены в глобальную систему труда, и нас разделение труда, и нас просто из нее выкинули очень быстро. Проблемы в экономике были действительно суровые, значительные. Прогнозировалось, что если мы пойдем по тому плану наступления, который был слит американцами еще в декабре, то это будет полный пипец, и потешные полки Путина получат мощнейшее поражение. Так оно и произошло. Что по экономике, что первые, я не знаю, наверное, год войны, они были ужасными. Но это были причины. Их мог не видеть только идиот. Поэтому в этом смысле все прошло, согласно прогнозу. Потом, что меня стало... Потом было, значит... Я ждал ошибки Запада, честно сказать. Потому что я знал, что затягивает войну, я знал, как она начнется, и чем все это обернется.
ждал прокола, потому что, ну, дегенераты не могут не проколоться. И они прокололись в Стамбуле. Если вы Тем, помните, что не то... закончили войну. Да, Джонсон, этот да, да, Борюсик. да, да, Мгм. да, это был, ну, жадность фраера губит, особенно когда у фраера нет мозгов. План был, они по нему шли, все нормально, клиент втянулся. И все. А после этого, если вы помните, после Стамбула я резко изменил свою точку зрения и тогда сказал, что все, как вам хана. Так оно и вышло. Прогноз по экономике хреновый по российской. Еще раз, у нас есть две экономики. Много раз об этом говорил. К сожалению, деградация элит – это не какая-то абстрактная вещь, а это данность, данная нам в ощущении. Погодите, стойте. То есть давайте так. Условно, Украина принимает Стамбул 22 года. Да, Значит, ЛНР, ДНР, никакого вообще как бы сухопутного коридора в Крым. Ну, Крым, понятно, остается за Россией вместе с ЛНР, ДНР. Все по это не самое полосе. главное. Главное прекращение войны и санкции остаются. Это значит никакой милитаризации экономики, ничего. Ну и, наверное, через год, через два все здесь загнулось медным тазом. Погодите, а Что? как, подождите, а милитаризация что, помогла экономике? Она только за счет этого и вылезла. Это же огромные бюджетные расходы на ВПК. Посмотрите, сколько платят участникам СВО. Это огромная поддержка потребительскому спросу. Только за счет этого экономика... подо что было бы тогда тратить, условно говоря, огромные деньги на тот же потребительский спрос? Ни подо что. Росло бы недовольство населения, потому что экономика загибалась. Санкции, что их снимать, мы все это делали, чтобы наложить санкции. И еще не факт, что режим бы... Ну, режим бы выстоял. Это они потом сами признали на Западе, что да, они вообще не понимают, что делать. Но, тем не менее, здесь был бы экономическая разница. Еще непонятно, во что бы все это вылилось через год-два. А так, а самое главное, произошло что? Правильно, эффект Милошевича. Единение общества вокруг знамени. Ну, в данном случае вокруг Путина. И все готовы страдать, все готовы зажимать пояса, лишь бы добить этих гадов. Запад получил по полной программе. То есть, они сделали все, чтобы все произошло с точностью, да, наоборот, и к их плану. Красавцы. А самое главное, русский китаец, братья навек. Снова запускается песенка еще советских времен. Опять-таки, вспоминая сегодняшнюю новость о том, что там украинец поймали его, подрывал Северный поток, плюс качали бы по дешевым ценам газ в Европу. Нет, это не было, их бы подорвали, это не было. Нет, они бы не качали. Не Это не качали? было частью плана. Частью плана была и есть, скажем так, ликвидация Евросоюза и ликвидация Европы как экономического и политического вообще возможного конкурента, превращение Евросоюза в полного вассала США. Ну и, соответственно, вассала Британии. Но британцы тут и себя переплюнули тоже со своей экономикой. Это вообще нечто. Поэтому недооценивайте деградацию элит. Это не сказки какие-то возвышенные. Это, к сожалению, да, действительность данная на ощущениях. Поехали. Вопросы из чата трансляции. Если Путин и Си договорятся по Арктике и другие экономические проекты без США, это будет мощный удар по США, о котором вы говорите? Ну, понимаете, что значит мощный удар? США морская держава. Ну, еще раз. США это вышибалы бритов, да, вот если вот так вот совсем уж вечно называть своим языком. И, в принципе, вся внешняя политика США, она заимствована у бритов. Что значит вы морская держава или там морская супердержава? И, во-первых, у вас есть евразийская держава или там пивот, как они его называли в начале 19 века. И она еще объединилась с Китаем. И теперь они еще контролируют морской путь из Азии в Европу. Не вы контролируете, а они. И этот путь быстрее и дешевле. Как вам будет спаться, если вы морская супердержава, которая претендует на глобальное доминирование? Хреново. Значит, Ну, Владимир... посмотрите просто на вопли, который дикий вой раздается, что
Да как вообще эти китайцы, эти подлые русские посмели гнать танкеры без нашего типа надзора по Севморпути в Китай? Ну, элементарно. Здесь вопрос-то такой, серьезный, это контроль морских путей. А, Они их не могут даже контролировать, между прочим, рядом с Йеменом. Это да, хуситы не дадут соврать. Мгм. Хуситы не дадут соврать. Владимир спрашивает, когда рухнет еврейский каганат в Украине? Да никогда. Слушай, а как он рухнет? Ну, как он рухнет? Ну, я могу сказать, как он рухнет. Но это 282 как минимум сразу. Мгм. Ну, просто понимаете, в чем дело? Вот тоже возникает такой вопрос. В стране, где оправдывают нацизм, ну или, допустим, не то, что оправдывают, нацизм, конечно, нет, но берут, ну, короче, Ну, скажем так, это нацизмом не назвать, это национализм. Ну, нарисуют они себе на жопе на лбу свастику. Какой это нацизм? Это национализм. Ну, просто они такие недалекие, что не понимают, что они рисуют. Бывает. смотрите, но ведь тоже в истории там Украины были вот эти погромы, да, по национальному признаку. И делали это и делали Были. это украинцы. Без еще тогда нельзя было сказать, что это там вдохновил их фюрер на это. Нет, по другим причинам. Ну, понимаете, есть еще статья в России, по крайней мере, за искажение, по-моему, исторической правды. Вопрос, кто не считает за правду. Но я вам скажу так, что, по крайней мере, украинские и польские погромы, ну, поляки, они вообще большие любители известных евреев, они имеют под собой совершенно хорошо задокументированную подоплеку. Можете почитать историю реальную. Это все есть в свободном доступе. А можете почитать, как свирепствовали эти самые белорусские так называемые партизаны. От белорусов там, ну, от славян там вообще никого не было. Я думаю, что вы с удивлением, например, узнаете, что до 1936 года в Белорусской ССР было 4 государственных языка. Вы знаете, какие тоже. И у вас сразу начнет такое поворачиваться, что не все так просто в этой истории. Или, например, кто творил голодомор в Украине, и кто сейчас всячески борется за восстановление памяти Голодомора. Ну, это потомки тех, кто его творил. Сергей Хромов. В чем выгода и преимущество взаимоотношений Британии и Зеленского плюс команды? Денег нет, оружия нет, нефти нет, будущего нет. Неужели пиар, пафос, понты, тщеславие и влажные мечты? Ну, бред какой-то, набор бреда, честно говоря. Много раз говорил, что, ребята, у Британии есть своя политика. Политика сводится к сдерживанию державы, которая может претендовать на контроль над евразийским пространством. В данном случае это Россия. Официально заявляемая политика Запада сейчас нанесение стратегического поражения России и смена режима. Украина используется как инструмент. Что здесь непонятно? Что вы какую-то чушь несете? А, Владимир Студеникин говорит, когда инопланетяне прилетят, все урегулируют? Так вот же на подлете уже, братва, на подлете летят. Заберут золото, немножко почистят цивилизацию, шарик от непонятных тварей, которые замнозились, и улетят обратно. И у меня как раз ссылка закончится, тоже домой лечу. Тут как раз спрашивают, почему вы не остались жить в США. Потому что, наверное, в России приземляться. Да, надо здесь кое-что поделать. Ну, ссылка скоро заканчивается, наши прилетают. Анунахи наеберу. Игорь, зачем в России выбирают Путина? Неужели нет никакой альтернативы? И что будет после того, когда он все? Ну, во-первых, нет никаких альтернативных кандидатов. Но, с другой стороны, американцы тоже говорят, да без разницы, кого мы выбираем, все равно получаем Джона Маккейна. Вот так любое общество, к сожалению, сейчас приходит к некой форме, скажем так, тоталитарного управления по одной простой причине, что элиты уже не могут, низы не хотят, терять все стрёмно. Единственное, что не знают, это закручивание гаек в любой стране.
Пользователь ССС пишет: Александр, в продолжении разговора Владимир Владимирович предлагал собрать в Киеве разные ПВО из стран НАТО вместе, а он ударит орешником. И посмотрим, что будет с этими установками ПВО. Вот такая дуэль, а Зе, получается, обиделся. Нет, Путин этого не предлагал. Он предлагал более серьезное соревнование, что в любой точке Западной Европы вы даете мне цель, прогоните любое ПВО, я вам назову дату и время, когда эта цель будет поражена. Ну, по крайней мере, то, что я слышал, скажем так, прямым текстом. Про Киев никогда не слышал. Не, ну Ну, было для про Киева Киев. зачем? Не-не, Ну, это слушайте, его прямая речь лично. Говорит, про давайте, Киев тоже, собирайте. да? Да, собирайте в Киеве Я все про на Западную свете. Европу слышал. Не-не, в Про Киев, в Западную Киев, Европу. в Киев. Ну, тратить орешник на Киев, ну, это просто, ну, туда он спокойно кинжал долетает, который тоже ПВО сбить не может. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что вы у нас есть, за то, что вы подписываетесь и пишете хорошие, добрые комментарии. Всем добра и света, а вам, Степан Геннадьевич, благодарность за время и мысли. Спасибо за ваше время. Берегите себя. Разворачивается жуткая, конечно, трагедия и драма. Если так к ней относиться серьезно, то, наверное, нервов никаких не хватит. Но я благодарен за здоровый цинизм в комментариях, благодарен за плюс-минус холодную голову, за позицию, за мнение. Это означает, что не все потеряно. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Удачи.